Всем доброго времени суток. Друзья, хочу показать и рассказать об очередной штуковине, которой я занимался в последние дни. Хотел сделать символический подарок своему другу, и я не придумал ничего более умного, чем распечатать и оформить фигурку Гремлина из старого доброго фильма. Почему Гремлин? Ну, исходя из ника моего друга, который, собственно, видно на подставке. Думаю, ему будет приятно получить нечто подобное. Посмотрим. Но просто напечатать как-то не камильфо, и нет ощущения, что это сделано своими руками и с душой. Поэтому я решил хотя бы покрасить это и покрыть лаком. Пока меня всякие профессионалы не закидали помидорами, сразу оговорюсь, что подобные малярные работы я делал первый раз в жизни. И, естественно, тут куча недостатков, и большинство из них допущено осознанно, с полным пониманием о дальнейшем результате. Ну, в силу разных обстоятельств. Время, опыт, там, всякое такое. Итак, модельку Гремлина я взял уже готовую с Thingiverse. Печатать подобное в полный рост тяжело, поэтому я выбрал уже порезанную модель и печатал по частям, чтобы обойтись без поддержек. Брать чужое, наверное, было не лучшим решением. Места соединений не очень удобные, да и сами соединения не шибко продуманы. Но отступать уже некуда переделывать, поэтому так. Красить решил уже склеенную модель. Возможно, это и неправильно в плане удобства, но я как-то хотел сократить время. Места склейки видны, но не ярко выражены на общем плане. Склеенную модель загрунтовал серым грунтом без каких-то особых проблем, даже в пару-тройку слоев. Грунт, в принципе, показал сразу, почему важно шлифовать модель. Все слои печати, все места склейки подчеркиваются просто очень сильно. Хотя я и печатал толщиной слоя всего лишь в 0,1 мм. Ну, я и знал, в принципе, что грунтовка все подсветит. Ну и шлифовать подобную модель с мелкими деталями я просто не был готов. Красил обычными акриловыми красками, и это тоже целый головняк для человека без опыта. Сами краски сохнут быстро, и это плюс и минус одновременно. Хорошо, что не нужно долго ждать, чтобы закончить, но чтобы подправить что-то или размыть водичкой, можно не успеть. Более того, для получения какого-то оттенка много красок не смешаешь, высохнут. Ну а второй раз смешать их в тех же пропорциях очень тяжело. Я начал с такого классного зеленого цвета, но потом все это пришлось как-то выравнивать для целостности картины. В некоторых местах, где я вроде тщательно закрашивал, после высыхания открылись дефектные места. Некоторые заметил поздно, уже после покрытия лаком. Сам лак, кстати, матовый. Я уже не ожидал никаких проблем, но после покрытия некоторые места облезли и побелели. Вот сзади, например, видно. Хотя они точно были окрашены, и фигурка сохла как минимум 2 дня. Кисточки для мелкой работы в руках нуба — это такое себе. Некоторые вещи перекрашивал поверх неправильных красок. Что-то особо мелкое красил зубочистками. Зубы, зрачки. Дочь тоже сильно хотела поучаствовать, доверил ей покраску земли, на которой стоит Гремлин. Должно было быть просто. Но либо из-за качества кисточки, либо из-за приложенных чрезмерных усилий у ног нашего героя есть несколько незамеченных вовремя ворсинок. Так. Подставку печатал дважды, забыл, что напечатал PLA, а не ABS-ом. Хотел сделать постобработку ацетоном, чтобы сгладить все неровности и придать глянец, но, увы, теперь уже все дефекты печати можно тоже углядеть. Но в целом опыт получен колоссальный, результатом я доволен, можно и лучше, конечно, но теперь я понимаю, почему подобные фигурки стоят конских денег. Все, буду упаковывать, товарищи. Спасибо всем за внимание и всех с наступающими праздниками. Пока.